День сегодня выдался пасмурный. Старик завел свой мини-снегоход и выехал ловить живца и проверять крюки. Рыбаки уже сидели на точках, подлавливали кто подлещика, кто плотву. До места еще немного, метров 300. Но он уже поставил палатку на прикормленные лунки, растянул ее. Все готово для очередной рыбалки. Промысел. Без этого не прожить. Надо есть самому, надо кормить собаку. Дело это непростое. Без рыбы на Селигере не выжить. Вот его любимый мини-снегоход. А вот и палатка. Эрганайзер, в котором продукты. Здесь сахар, чай, еда, удочки уже насаженные и готовы. Уже тепло в палатке. Работает газ. Сидушка любимая. Накинута куртка, чтобы было теплее. В палатке уже тепло. Можно без нее. И еще один органайзер. Вот так мы, друзья, расположились. А вот и первая поклевка. Что-то тащу, друзья. Тащу. Но рыбка небольшая, нам живец нужен. Нам живец, чтобы поставить его на крюки. Вот, смотрите. Какой замечательный. Маленькая плотвичка. Вот на такую маленькую, очень маленькую мормышку. 0,22 грамма. Ну что ж, отпускаем его в садочек. Так, еще одна рыбка, друзья. Еще одна рыбка. Рыбалка пошла потихонечку. Потихонечку ловим рыбку. Замечательная плотва. То, что нужно. То, что нам нужно для того, чтобы поймать щуку. Вот на такую маленькую плотву можно поймать крупную рыбину. А из крупной рыбины мы уже сделаем колбасу, а все, что останется, у нас будет для собаки. Так, друзья, поклевочка. Тащу, тащу. Вот какая замечательная плотвичка. На такую маленькую мормышку. 0,22 грамма. Вы представляете? Меньше глаза мормышка. Отпускаю. Так. Есть рыбка, есть, друзья. Ну, это вообще замечательная плотва. Почему? Да потому что у щуки сейчас в животе икра. Поэтому чем меньше рыбешка, тем предпочтительнее для нее. Она сейчас будет выбирать, что там поместится у нее в желудке. Отпускаем. Так. Есть рыбка, есть, друзья, есть. Понемножку живец пошел. Вот что значит прикормленное место. Прикормил, подождал немножко, и все, клев обеспечен. Ловим, друзья. Главное в тепле. Так, есть рыбка, друзья. Ловим, потихонечку, помаленечку. Уже сколько, штук 7 поймали, но нужен запас обязательно. Мало ли кто не выживет. Сейчас наловим, друзья, и пойдем проверять крюки. Но до этого еще далеко. Надо поймать много живца. Такая маленькая мормышка меньше глаза. Тащу, друзья, тащу. Одна за одной потихонечку рыбка идет. Уже наловили немного, но все равно этого мало. Вот на такую маленькую мормышку, видите, там 2 кембрика, желтый и красный. Помещается только 1 мотыль. Вот. И то насаживаю его через 2 раза. 2 плотвы поймал и насадил. Видите, какая экономия? А рыбка клюет. Меньше спичечной головки. Тащу, друзья, тащу. Потихонечку, помаленечку. Вот подвел, вывел. Хорошая плотва, замечательная. Глубина 5 метров. Отлично. А мормышка 0,22 грамма. Конечно, на такую только в тепле ловить. Вот, видите, меньше глаза мормышка. Вот такая маленькая вольфрамовая мормышка с 2 кембриками. Так, друзья, вот, гляньте. Меньше спичечной головки. Ну что ж, рыбка поела, что-то поймали. Надо, друзья, и чайку поставить. Без чая нельзя. Как же? Вот. Сейчас мы чайку попьем с колбаской. А колбаска, между прочим, из щуки. Там, конечно, половина щуки, половина мяса. Вот. Она как бы повкуснее. Ну вот, друзья, я поесть и рыбка поесть.
Вот пока начинаешь есть, и всегда клев возобновляется. Сколько раз проверял, как только сядешь покушать, все, рыба пошла, окунь подошел. Окунь – отличный живец, отличный. Никогда не поймешь, на что щука клюет. Так, и вы на этой удочке. Ну, друзья, вообще кошмар. Вот сел поесть, и поклевка за поклевкой. Поклевка за поклевкой. Вот никогда не знаешь, что будет. Но как только сядешь поесть, рыба клюет одна за одной. Одна за одной. Вот смотрите, такая замечательная плотвичка. Очень хорошая. То, что нужно. Ну ладно. Можно сейчас будет перекусить. Сейчас вот промахнулся, уберу. Сейчас мы начнем колбасу жарить. Ох, люблю я в палатке жареную колбасу. Вот такую, видите? Вот она, колбаса. 4 килограмма 400 грамм. Это на сколько рыбалок мне хватит? Сколько я еще буду жарить колбасу? На рыбалке, друзья, надо отдыхать. Вот нет такого вкусного аппетита, как на рыбалке. Так, размоточка небольшая вроде бы. Сейчас будем смотреть. Что-то тяжело. Точно, друзья. Я же говорю, размоточка. Размотала, но не до конца. Ну, бывает и до конца размотает пусто. Бывает и размоточка небольшая, что-то поймаешь. Никогда не угадать, друзья. Пока вот ничего не чувствую, но как что-то упрется, сразу будет понятно. Тут надо будет осторожно тащить. Пока так вот идет, она может и сопровождать. Вы никогда не поймете. Так, точно, небольшой рывочек был, друзья. Что-то есть. Что-то есть там на конце. Какая-то рыбина. Что-то тащу. Но пока идет опять легко. Ну вот у лунки будет драка. Как обычно. Как обычно, друзья, у лунки будет самое интересное. У лунки она покажет, что здесь будет. Вот, подвел. Вот он мой поводочек из лески, потому что я всегда ставлю леску между двумя поводками и грузик. А грузик – это значит, что на 3,5 метра ото льда. Вижу ее, но не заходит. Попробую взять рукой, багром не беру. Ну, слушайте, друзья, подкилишник, может, чуть поменьше. Отличная щука, вы гляньте. Отличная щука. То, что нужно для нас. Такая вот попалась сегодня. Не крупная, но это тоже рыба, друзья. Это и собачке, и мне.